Друзья, забудьте все, что вы знали о Найнерах. Прямо сейчас велосипедная индустрия переживает самую радикальную смену стандартов за последние 15 лет. Это, друзья, новые колеса 32 дюйма. Но подождите, что это? Гениальный технический прорыв или очередной маркетинговый пузырь, чтобы вытрясти из нас последние деньги? Еще вчера эти колеса считались фрик-шоу для великанов, но уже на выставке в Тайбэе стенды довольно крупных брендов заполнили прототипы вилок, ободов и резины под 32 диаметр. И, друзья, это совсем уже не концепты. Так, 25-летний швейцарец Феликс Стехли только что шокировал мир. Он выиграл третий этап гонки Cape Epic на серийном байке Stoll P32. Так что 32 дюйма уже официально доказали свои преимущества в мировой элите. И в этом видео мы подробно разберем, стоит ли уже копить на новый байк или нас снова пытаются обмануть. И, друзья, с вами я, Василий Кочин, бренд-менеджер Scott. На этом канале я рассказываю о новинках Scott и своем увлечении спортом. Обязательно подпишитесь, если еще не подписаны, а также подпишитесь на мой телеграм-канал Product Scott, где я публикую интересные новости гораздо чаще, чем делаю ролики. Так вы всегда будете оставаться в курсе самых интересных событий. И действительно, до недавнего времени 32-й диаметр был похож на фрик-шоу для великанов. Такие байки собирали малоизвестные бренды типа Dirty Six специально для звезд баскетбола вроде Шакила О'Нила. Но уже в 26 году Custom стал серийной моделью. Также немецкий бренд Intent уже продает вилку Samurai XC под 32-й формат. А такие гиганты, как X-Fusion, RST и Santur вовсю тестируют свои рабочие прототипы. Главное доказательство серьезности тренда – это покрышки от Maxxis, мирового монополиста гоночной резины. Если уже они зашли в эту игру, значит 32-е колеса мы будем все чаще встречать на UCI Кубках мира уже в этом сезоне. И, кстати, друзья, 32-е колеса уже были на открытии Кубка мира в Корее, но из-за погодных условий во время основной гонки кросс-кантри особо ничего не показали. И я делал подробный ролик на эту тему. Обязательно посмотрите его, он очень интересный. По сути, из-за скудного выбора резины грязевой этап победили легенды велокросса. Все, кто умел быстро спешиваться и бежать рядом с байком, были в лидерах. Но давайте вернемся к 32-му диаметру, ведь история повторяется один в один, как с переходом на 29. Вспомните, как 15 лет назад все смеялись над Найнерами. 29 дюймов называли неуклюжими диванами, а сегодня на них едет весь мир. Сейчас 32-й формат проходит ту же фазу жесткого хейта за вес и плохую маневренность. А еще он потребует полного пересмотра геометрии рамы. Но давайте с вами во всем разберемся. Почему же инженеры сошли с ума по 32-му диаметру? Все дело в чистой физике. Во-первых, это феноменальная проходимость. За счет огромного радиуса угол атаки на препятствие становится более пологим. Байк легче проходит неровности, сохраняя бешеную инерцию. Во-вторых, гигантское пятно контакта, больше резины на грунте, больше пятно контакта в поворотах и отличное сцепление на подъемах. И это работает. Помните, я упоминал Феликса Стехли. На третьем этапе Cape Epic он ехал на 32-х колесах, а его напарник на обычном Найнере. На 100-километровом жестком марафоне дикий накат новых колес полностью уничтожил соперников. Но, друзья, бесплатный сыр бывает только в мышеловках. У 32-го диаметра есть и огромные недостатки. Первый минус – это жесткость. Из-за огромного диаметра колесо гнется как пластиковое, теряя жесткость аж на целых 31%. Чтобы это исправить, брендам приходится адаптировать широкие втулки стандарта Super Boost или даже стандарта от фэтбайков. Также колеса значительно тяжелее 29-х. В среднем 32-е колеса с покрышками весят на 700 граммов больше 29-х. И, конечно же, их тяжелее раскручивать с места, спринтовать и резко ускоряться. Геометрически байк превращается в неповоротливую баржу. Ну и добавьте сюда еще и логистический кошмар. Такой велосипед не влезет ни в один стандартный чехол или багажник машины. А магазинам придется забивать склады уникальными покрышками, ободами и спицами. Друзья, что же мы получаем в итоге? Ну, наверное, идеальный инструмент для плоских скоростных марафонов, который в обычной жизни превращается в сплошную головную боль.
И, друзья, еще одна проблема заключается в том, что 32-й диаметр полностью ломает привычную геометрию велосипеда. Нельзя просто так взять и запихнуть огромное колесо в старую раму. 32-дюймовое колесо на 31% менее жесткое, чем такое же 29-е. И чтобы компенсировать эту потерю жесткости, нужны более широкие втулки. Довольно свежий стандарт Boost на 148 мм уже не подходит. Для компенсации потерь рамы и колеса должны соответствовать как минимум стандарту Super Boost 157 на 12 мм. И, кстати, этот стандарт изначально появился на даунхильных байках еще в 2011 году. Ось 157 мм позволяет разнести фланцы втулки шире на 9 мм, увеличивая угол наклона спиц. Это создает более устойчивую пирамиду из спиц и повышает боковую жесткость до уровня Найнера. А некоторые производители идут и еще дальше. Упомянутый в начале ролика бренд Dirty Sixer, создающий байки для очень высоких спортсменов, вообще отказался от Super Boost в пользу стандарта фэтбайков 197 на 12 мм. Такая широкая втулка позволяет сделать 32-дюймовые колеса максимально стабильными, даже под весом крупных атлетов. А широкие втулки потребуют и широкие перья. Они добавят раме монолитности, но при этом расстояние между педалями, так называемый Q-фактор, останется прежним. Короче, со всеми этими изменениями крутить должно стать удобнее. Друзья, а что у нас там с передней вилкой? Что-то мы все про задние втулки. Так вот, чтобы удержать 32-е колесо от скручивания при торможении и в поворотах, инженерам пришлось полностью переписать стандарты передних втулок. На вилках-прототипах от Intent и RST используется мощный даунхильный стандарт 110 на 20 мм. А на апрельской выставке Sea Otter компания Fox показала свой первый работающий прототип под 32-е колеса. Он собран на стандартной оси Boost 15 на 110 мм, но он использует ноги 34 мм от Fox 34. Инженеры Fox не стали пока раздувать переднюю втулку до DH стандартов, а пошли простым путем. Тем не менее, толстая ось или более широкие фланцы – это единственный способ сохранить жесткость на уровне 29-х колес. Поэтому, скорее всего, 32-й стандарт остановится на двух вариантах. Даунхильном 110 на 20, ну или, что более вероятно, 115 на 15. Это именно тот вариант, который сохранит жесткость на уровне текущих найнеров. Но самый главный вопрос, друзья, нужен ли сейчас вообще этот новый стандарт? Мировая индустрия только начала оживать после глубочайшего кризиса и постковидного пузыря, который банкротил бренды последние 3 года. По данным велосипедной ассоциации, индустрия вышла в хрупкий рост только в 2025 году. Стабильность – это именно то, что рынку нужно прямо сейчас. А вместо этого маркетологи выкатывают 32-й стандарт, который требует полной перенастройки заводов и магазинов. Также агрессивный маркетинг 32-х колес может быстро превратить ваш дорогущий найнер в устаревший хлам. Для локальных магазинов это настоящий ад. Им придется забивать склады горой новых покрышек, спиц, ободов, вилок, пока старые запасы гниют на полках. Поэтому, друзья, в индустрии мнения серьезно разделились. Скептики кричат о заговоре и запланированном устаревании. Все для того, чтобы снова вытрясти из вас деньги. А фанаты прогресса напоминают, что переход с 26-х на 29-е колеса также когда-то вызывал бурные споры. Ну и напоследок, друзья, для кого же созданы эти монстры? Маркетологи обещают скорость всем, но суровая физика ставит жесткий ультиматум. В своем предыдущем ролике я упоминал, что пока производители не выпустят полноценную линейку резины для всех условий, 29-й стандарт будет чувствовать себя очень уверенно. И опять же вопрос, а выпустит ли? Это не совсем понятно, ведь статистика идет в пользу найнеров. Средний рост мужчины 180 сантиметров, а на такой рост нужны размеры М или L. И идеальным стандартом колес здесь будут как раз 29 дюймов. А средний рост женщин вообще 168 сантиметров. И для такого роста нужен размер рамы XS, ну или S. Ну и колеса 29 или вообще 27,5 дюймов. Поэтому 32 дюйма может хорошо вписаться в нишу высоких и очень высоких спортсменов от 190 сантиметров и выше.
Для таких гигантов обычные найнеры всегда выглядели как детские трехколесные велики, а 32-й стандарт обеспечит правильную посадку, идеальный баланс веса и адекватную управляемость. Еще одна аудитория – это профессиональные гонщики на определенных трассах. В элите кросс-кантри борются за доли секунды, и если 32-е колеса дают бешеный накат на марафонах, топ-атлеты будут на них ехать, несмотря на все ограничения. Тем более, что UCI официально заявила, 32-е колеса официально разрешены на всех МТБ-дисциплинах, включая Кубок мира по кросс-кантри и даунхиллу. Что же касается моего личного мнения, то я считаю, что новый стандарт 32 дюйма несет в себе гораздо больше препятствий и компромиссов, чем реальных преимуществ. Да, возможно, в будущем мы увидим специальные линейки велосипедов в больших ростовках, типа XL и XXL, именно на 32-х колесах. Но массового перехода всей индустрии, как это было в случае с 29, я точно не жду. На мой взгляд, современные найнеры – это геометрический предел для среднего роста большинства спортсменов и любителей. Но, друзья, мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Ну и, конечно же, не забудьте проверить подписочку на мой YouTube-канал, а также на мой Telegram-канал Product Scott. Ну а если этот ролик вам понравился, друзья, поставьте ему лайк. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео.